В этом видео, спортсмены, вы узнаете, как правильно выбрать шлем для эндуро, на какие параметры необходимо обращать внимание, какой шлем лучше, я вам скажу прямо сейчас, потому что знаю, что у некоторых наших любимых зрителей нету столько времени, чтобы смотреть наши красивые диалоги с гостями. Поэтому шлем Shoei Arai – это топовые шлемы, все остальное является альтернативой. Почему? Смотри дальше. Мы здесь выставили специальные шлема, которые являются, по нашему мнению, самыми, ну скажем так, от плохого к хорошему. Значит, здесь есть и Just One, и Elite, и Fox, и Airhi, и Shoei. Про все эти шлема будем говорить, но пока, как обычно, немножко теории. Вообще, очень частое заблуждение, что можно покупать самый дешевый шлем, потому что скоростей в эндуро нету и в мотокроссе, ну в эндуро, да, и вроде как можно обойтись простым. Вообще, по каким критериям выбирается шлем? Наверное, самый ключевой параметр – это вес. Второй момент – удобство и уровень защиты. На самом деле тут сложно сказать, что самые дешевые шлемы будут самыми плохими, потому что все шлемы сертифицируются по единому стандарту и проходят единые испытания, поэтому самый даже недорогой шлем, там, как, например, Airach Twist, защитит вас условно не хуже, чем самая топовая модель Aviator 3. Тут скорее правильнее поговорить о том, почему такая разница в цене, и разница формируется как раз за счет веса, использованных технологий, материалов и долговечности, так скажем, в будущем этого шлема. То есть при равном количестве падений, естественно, карбоновый переживет больше ударов, нежели там шлем из поликарбоната или пластика. Прямо сейчас я чувствую, как свербит слева от меня и сейчас разорвет. Давай, Серега. Рвать? Давай. Танцпол? Давай. Я немножко тут ортодоксален, скажем так. Как обычно, да. Да. Значит, действительно, выбирайте сразу хороший шлем. Это самая первая, самая важная деталь вашей экипировки. Атаки не надо покупать. Ну, вообще, если у вас денег больше, чем 3000, да, покупайте, значит, другие шлемы. О. Или Вега. Значит, я сейчас, ну, вот придется так, прям с вами разговаривать. с фирмы начать, да? Я считаю, что лучшие шлемы... Давай фирму. Лучшие шлемы Arai. О, Вот, значит... 3 июня отправляемся в Грузию. Georgia. We were in Georgia. У нас осталось буквально несколько мест. Это Soft Enduro Tour по самым диким и нетуристическим местам в Грузии. Такого тура больше не будет. Один раз мы его сделаем и, вероятно, больше повторять не будем, потому что нам нужно отправляться дальше в Киргизию, на перевал Дятлова. В общем, если ты хочешь успеть и провести свой отпуск 6-дневный в реально крутой атмосфере, попутешествовать по Грузии вместе с нами на софт-эндуро мотоциклах Хаска 701 и CRF 250L, то мы ждем тебя. И 2 последних места отдаем с дисконтом. Если мы говорим о шлеме, о том, что он должен защищать вашу голову, да? Потом Shoei, потом Troy-Lee, потом средний класс, это все вот это вот то, что тут кроме Shoei находится. Вот. Даже на Aviator. И атаки. Да, и Вега еще. Вега, если перевернуть, смешное название. Да. Серег, скажи, пожалуйста, а вот такой Клим, шлем сейчас очень популярный, я знаю, многие Тоже эндуристы. серединка. Да, тоже серединка. Fox, Thor, Scott. Ну ладно, почему? Почему? Смотрите, значит, мое мнение, такая история. Значит, для того, вот, ну, сначала я сразу то, что меня, ну, так, покоробило. Дизайнировал, да. Значит, смотрите, Сама. насчет того, что шлемы сертифицируются по единой этой самой. Это не так или совсем не так. Значит, есть минимальный доступ, что в шлеме можно ехать там по дороге, там где-то еще. Это называется сертификация DOT. То есть вот надпись DOT говорит о том, что это вообще шлем, а не бронекепка с надписью Goldwing, да, на голове, вот, в которых ездят. Каски там всякие. Да, бронекепка называется. Вот. Значит, если это шлем, то на нем написано DOT на всех. Так. Дальше есть европейская сертификация ECE. Это тоже допуск, но только уже европейский. Большая часть китайских шлемов не имеет такого допуска. А есть самая крутая в мире как бы система сертификации, которая вообще к государству не имеет отношения, имеет отношение к какой-то ассоциации там, мотоциклистов. Она называется SNELL, и она американская. Вот DOT, ECE и SNELL – это 3 как бы сертификации, которые говорят о том, какой шлем. Но
Как сравнивать, например, 9-слойный шлем Арай, где 9 разных слоев, да? Где там, чтобы он не горел, чтобы он не стерся, чтобы он не раскололся, чтобы он не смялся, чтобы он тогда, со шлемом, который сделан просто из углепластика, ну или из термопластика, да? То есть из одной пластмассы. И шелка. Да, понимаешь, получится, что ну, вы теплое как бы с мокрым, да, сравниваете. Понимаешь, поэтому это разные истории, да. Соответственно, Ты меня прямо сейчас теплым, Да. с мокрым. да, ну это из одной некоторых, да, значит, области, но неважно. Просто смотрите, Но Арай Значит, же нету... Ну давай к логике какой-то Смотри, приходи. логика. Приходи. Логика. Арай только дорожная. Возвращайся. нет, возвращайся. кроссовые шлемы, конечно. Тоже есть. Не, тут не Ну, просто. ну, их практически мы не видим на Ну, эндуристах. потому что он стоит 65 тысяч рублей сейчас и в Москве, если я не ошибаюсь, да, он как бы дорогой, его продают по Я ни разу не по видел нафте шлем и мотору. Арай ни у кого Ну, так из, если говорить про магазины. из эндуристов. В дорожниках, да, они есть. Завидуйте нам, Слушай, Араю. а вот я тебе хочу сказать, что в нашем этом мотоклубе Велиминова этот 90%. Но в мотокроссе возможно. Нет, везде. Но смотри, Ну, опять-таки, ладно. это немного ортодоксальная, безусловно, штука. Потому что, например, фирма Арай вообще не рекламируется. У них есть такая история. И они не дают бесплатно шлемы гонщикам. Че? А при этом в них ездит, ну, кроме Формулы-1, всего кольца и там Что у них тогда половины. говорить? Давай о шое. Да, смотрите, значит, почему, значит, шлемы Шой, Арай, Тройли, которые вот я вот назвал, как я считаю их топовыми, да? Так. Они все весят от кило 300 до кило 500. При этом Арай самый тяжелый. И действительно, наверное, если вы едете на гонку 6 часов. 100% Геленджик, да, то, пожалуй, да, Арай вам будет действительно тяжеловат. Вы там не несетесь там на 5-й передаче точно. Я туда не ездил, но прям вот я точно Ну, знаю. вторая. Серег, да тут Да, вопрос не но несешь. дело не в этом, да, дело вот в чем, что хороший качественный шлем, который защищает голову, не может быть легким самым, да. Как бы легким может быть шлем с меньшей защитой. Вот это аксиома, да. Поэтому, когда вы выбираете между как бы легким и тяжелым, да, вы понимаете, что вы выбираете еще между защищенным и менее защищенным. Конечно, нету никакого универсального шлема. То, в чем в открытом шлеме с козырьком можно ехать на ГСе, там, не знаю, там 180 км в час по асфальту, да, а можно толкать в гору мотоцикл, нести на плече, да, там как бы, и тебе в этот момент вообще лучше бы его совсем не было, этого шлема, да. Ну, то есть, как бы, это разные условия. И какого-то универсального одного шлема, который тебе покрыл бы все твои развлечения и всю историю, его нет. А вот Значит, еще 508 такие есть, или 509. 509. 509. Ну, это да. снегоходная история. Это снегоходная история, очень жаркая. И, ну, я бы это отнес тоже в среднюю категорию некую такую. Да. То есть, как бы, опять-таки, я их сейчас расположил по уровню Убил, основного их Ты функционала. убил Защищать нас. голову. Убил, Да? убил. То есть защищать голову есть топ, есть середина, есть Давайте шит. так, значит, как обычно, у вот этих парней из Мотогона всегда есть свое мнение. Оно противоречит всему Адекватному. молодежному, Да. молодежному, потому что вы староверы, вы еще Да. зависли в этих Да, 2004-х и радио Да, Ультра. я согласен. Значит, поэтому давайте-ка вот перейдем уже в какую-то нашу действительность и поговорим про те шлема, которые сейчас у нас представлены. Значит, у нас есть Just One, у нас есть Айрах, у нас есть Шой, у нас здесь есть Лид, у нас здесь есть Fox. Это все то, что продается в магазинах, а не в ваших этих закрытых клубах. Хорошо, да. Значит, Если ты говоришь, шлем должен быть чем тяжелее, тем больше у него защищенности, так как же выбрать эндуристу, которому нужно ехать 9 часов в шлеме, чтобы голова не отвалилась, оптимальный по защите шлем? Значит, начинается вот с чего. Голова у человека весит 10-12 килограмм. Она самая тяжелая. Шлем плюс килограмм, ну, в среднем, да, килограмм 300, добавляет не так много. Но, когда вы едете в эндуро, вы чувствуете, что у вас очень устала шея, да? От чего? От того, что... вы неправильно стоите на мотоцикле. Нет, кроме этого. От того, что шлем может быть неправильно сбалансирован, да? Как бы, если вы повесите маленькую гирьку или GoPro, да, вперед на челюсть, будет казаться, что шлем тяжеленный. Если вы эту гирьку повесите назад, вам будет казаться, что шлем очень легкий. Потому что у человека есть, ну, позвоночник и как бы голова спереди висит. Вы что там всякие? Да, именно поэтому на шлемах появились
вот они такие там длиннорылые, тупорылые, там, Да. да, там разные вот эти вот приливы сзади шлема. Это специально для того, чтобы сбалансировать. То есть идея вот в чем. Правильно сбалансированный шлем не кажется тяжелым на голове. Это такая некая развесовка. Да, это именно развесовка. То есть когда То есть вот так вот нельзя мерить ну, шлем? гирькой, ну, на весах нормально померить, да, он должен разумно что-то весить, там, не 2,5 килограмма, да. Но килограмм 100 или килограмм 200 больше зависит, как он сбалансирован, чем сколько он физически весит, на самом деле. Так как у всех людей разные головы, разные формы головы, разное все, шлемов надо перемерить обычно достаточно много, да, для того, чтобы найти свою фирму, как, ну, как в ботинках там дорогих, хороших каких-то, да. Потому что вот, ну, вот у меня, например, да, я хотелось всегда топовый шлем, да. Мне Шой не подходит. Он мне нравится А что внешне, ты классно. сразу обозначил его в топ? А он топовый, но он у меня плохо сидит. А вот Айрах что, не топовый? Вот Аре хорошо сидит. И Это Тройли с чем хорошо связано? сидит. С формой А, головы? формы головы, да. Понимаешь, вот Арай более какой-то квадратный такой, да, этот, как, ну, в общем, это разница. Сергей, а пробовали вы Just One? Я все одеваю вообще на голову много раз, да. Приходит иногда Сергей с утреца в магазин и одевает, да. А вдруг сегодня подойдет Шоя? Значит, как, ну, вообще клиентам, мне кажется, правильно объяснять, да? Так. То есть, ну, вначале вы понимаете, у него там М, Л, С, там, да, то есть какой-то размер. Желательно померить соседний, да? Желательно, ну, здесь не желательно, а дальше нужно, если вот показалось, что он подходит, да, застегиваете шлем, обязательно одеваете очки, подбираете под этот шлем очки, и дальше трясете головой вверх-вниз, вправо-влево, он должен чуть-чуть двигаться, но оставаться на том же месте. То есть можно заметить, где вот линия глаз находится в очках. прямо да? сейчас по ту сторону экрана Да. половина аудитории Трясут побежала головой. одевать, начала трясти. Да. Вот. То есть, если... Ну, тоже есть простые всякие такие фишки, да, то есть... Еще делись. Да, дергаете Насколько голову, важен крутите. подбородок, вот это вот вытаскивание вперед или приплюснутый? Вот это для дыхания, Надо, для еще вот, чего-то. одев шлем, вы должны покрутить головой, да, понимать, что вы подъедете, перед вами будет подъем, да, надо будет поднять голову вверх. Поднимается она, получается, обзор не загораживает, и что? Подойти к зеркалу, посмотреть, что у вас глаза приблизительно посередине выреза шлема, да, то есть если у вас шлем вот так, неправильно, да, если он вот так там торчит, тоже неправильно, да, нужно попытаться найти правильно. Возможно, дело именно в производителе шлема. То есть вот вам по интернету понравился, не знаю, Just One, да, вы померили изолентой там голову, да, там выбрали нужный размер, а он не сел. Так бывает. То есть, на мой взгляд, чтобы покупать шлем, обязательно нужно его мерить в магазине. Кто больше всех продает шлемов в вашем магазине? Вообще, вы вот продаете дофига всякой экипировки. Каких шлемов продается больше всего? Больше всего продается Айрахов, Фоксов и Джастов. Но тут тоже надо адекватно понимать, то, что это средний ценовой сегмент, поэтому их покупают больше всего. Я бы их назвал как раз той самой золотой серединой, когда вес, цена и качество, они вот прям полностью адекватно соответствуют своей цене. Вот в любом случае мы также рекомендуем в первую очередь смотреть более технологичные, более дорогие шлемы. Типа Шойка — это бестселлер, просто сколько лет выпускается модель VFXR, она никак не меняется. Также она любима всеми райдерами. Да, и по сей день остается одной из самых эталонных. Также и литы сейчас подтянулись, выпустив 9.5 карбоновую модель. Тоже достаточно удобная модель, очень продуманная, очень хорошая вентиляция, достаточно низкий вес. Но, опять же, тут во многом зависит от бюджета. Если не позволительно, то, в принципе, золотая середина – это тоже правильный выбор. В любом случае, это лучше, чем ноунейм китайские шлемы, у которых какая-то как раз только DOT-сертификация, как Сергей правильно сказал. Многие не вдумываются, а что это за сертификация, для чего она вообще придумана. Она есть, все, я могу ехать, могу вжаривать. По факту нет. Надо изучать, какая сертификация, какие тесты проводились. И вот отталкиваться, исходя из этого. Ну, мне кажется, знаете, друзья, здесь еще очень важный момент эксплуатации. Например, у меня был Айрах очень много лет, авиатор. И он у меня под конец, просто вот этот козырек, он меня достал нахрен. Я его покупал раз 500, этот козырек, который... На него посмотришь, он сломается. Внутри вот эта вот вся упаковка этого Айраха, она просто из говна и опилок сделана. Значит, потом у меня был Терминатор, целых 2 шлема. Один вообще новый сейчас лежит, мне его подарили. Красный, красивый, лежит. За большие деньги купленный, значит, отдыхает. И тот шлем, в котором я реально езжу, от которого получаю удовольствие, вы будете смеяться, Сергей, как по отчеству? Витальевич. Сергей Витальевич. Just One, смейтесь.
Но карбоновый. Нет, ну, Смейтесь. Смейтесь. Давайте. Нет, Мы а все я- посмотрим, как вы Нет, а смеетесь. я знаю, что такое Just One. Значит, И что такое Just вот One? если бы ты съездил на выставку, ты увидел, что этого шлема братьев-близнецов очень много. Ну, то есть хороший. Нет, это средний, нормальный шлем, но ты можешь купить его Вот так под... вот, давай, если Ты можешь сравнить купить вот с Shoei. его под маркой Just One, можешь купить его под маркой GT, можешь его купить Ну, под подожди, маркой по какой-то сравнению с еще Shoei. там. По сравнению с Shoei. Он уступает Шою по защите. Итак, шлема. Давайте сейчас вместе с вами импровизированный рейтинг, потому что для меня это очень важно, а для зрителей еще важней. И вот эти вот всякие очки за 20 тысяч рублей вообще уберите отсюда. Значит, по вашему мнению, я так понимаю, что первое место в этом рейтинге занимает Shoei, потому что мы только что разговаривали с ребятами за кадром. Алексей? Да, бесспорно. Одна из лучших фирм. Уже сколько лет выпускают всю одну и ту же модель. Про-райдеры в ней катаются. Проверено уже поколениями, можно сказать. Никаких нареканий. Сколько он весит? Порядка 1,5 килограмм меньше. Там, кило 350, кило 400, в зависимости от размера. Да, кило 300 он весит, но на самом деле, мое мнение по поводу этого шлема, у нас был большой диалог в одном из эндурных чатов, и в эндуро не очень любят этот шлем, потому что, мне кажется, он больше для мотокросса, нет? Я так не разделяю, честно говоря. Понимаешь? Ну, потому что, вот смотри, хорошо, в мотокроссе ты Просто попал... там скорость. Ну, слушай, ну ты попал, да, в завал со старта. На тебя, ну, там, 4 мотоцикла легло сверху, да, тяжело. А сорвался ты со скалы со скоростью 0 км в час. Тебе не нужен жесткий шлем, конечно, нужен, понимаешь, который тебя защитит. Или ты там курву какую-нибудь запустил, и он приземлился на тебя сверху, под ножкой. Да, то есть, как бы, ну, всякое бывает. Да, то есть, вопрос... Ну, какие гадости. ты Нельзя говоришь. сказать, понимаешь, что вот Аж страшно. там 9-слойный шлем для Сценарий. скорости там 100 плюс, там, да. Когда там, закончишь с экипировкой, можешь идти писать сценарий для всяких Да, да, хорроров. да, да. Для... Значит, да. Как завязать с мотоспортом. Давайте дальше. Окей, первое место этот шлем, и, ну, пусть... Первое место у нас как? Айрах? Арай. Арай, это... Поэтому его здесь не существует. Мифический Арай. Потому что он за рекламу нам не платит. Значит, да, идем дальше. Значит, второе место, мое личное, субъективное, это Айрах, авиатор, третий. Слушай, Дайте мне его пощупать в руки. это не он. Ну, здрасте, не он. Авиатор 3. Авиатор 3, пожалуйста, вот он, красавчик. С жабрами, Красота, смотри, какая можно вентиляция. сказать, один из самых лучших топовых шлемов. Вообще, это Серега лучшее, делает что вот так, случилось- смотря на него. Я продолжу. И это лучшее, что случилось с человечеством вообще, в руках держа вот этот шлем. Почему нет? Ну, это личное мое, да, как бы. У меня к фирме Айрах плохое отношение. Я вот перед всей аудиторией извиняюсь, да. Ну почему? Но- Объясни. Они Слушай, что, мне... Ну, отказали тебе? Нет, не так. Ты Знаешь, им отказал? я им отказал наглухо, да. Потому что мне кажется, что это вот именно тот случай, когда отличный маркетинг, супер там подпись там всех там ведущих гонщиков и так далее, да. Бен Джарвис ездит такой. Ну да, а главное, что он страшен как нос Кайроли вообще, да, этот шлем, я считаю. Внешне он мне, ну прям вообще не нравится. Кому-то нравится нос Кайроль. Безусловно, Клюв, да. клюв Я поэтому и говорю, армянский. что, ребят, это вот, да, моя как бы история. Вот, вот шлем Айрах, причем топовый, да, вот там Кайроли Edition был такой раньше с Да. золотой табличкой. Это единственный шлем, в котором я видел оторванную челюсть, вот так вот от шлема, да, целиком. Это единственный шлем, в котором я знаю человека, который набил в шлеме шишку на затылке. Ну, то есть, как бы вот мне кажется, что это, ну, больше маркетинг, чем продукт, да. Это мое личное мнение, я сейчас, наверное... Оно неудобно. Оно неудобно, да, Неудобно. вот придется вырезать, Да. да. Но вот оно такое. Ну ладно, мы не будем вырезать. Алексей, что скажешь? Нет, я бы хотел добавить, на самом деле, то, что у Айрахов действительно был такой огрех с прочностью именно в передней лицевой части, но как раз новые модели, почему сняли с производства, собственно, модель Авиатор 2.2, 2.3 и модель Терминатор, потому что по новым испытаниям ESE 2206 сертификации их начали проверять еще и ударами сбоку. И как раз вот эта вот часть не прошла эти испытания, и поэтому они ушли с пути легких шлемов в угоду качеству. И теперь эти шлемы весят также в среднем кило 350, кило 400 в зависимости от размера, Да, но он стали тяжелый. существенно прочнее. Ой, да он тяжелый. Слушай, но вот я так понимаю, что вот они одноклассники. Да.
Они одноклассники. Да. Но при всей любви к Айраху единственное его преимущество было это вес. И он всегда к этому стремился, всегда к этому удивлял. И, кстати, именно по этой причине, насколько я знаю, в американском мотокроссе он не прошел сертификацию, и его запретили вообще использовать. Вот видишь, я этого даже не знал. Вот. Он не прошел мою личную сертификацию. Вот знаете ли, вот Да, теперь да, вы- это теперь вы неспроста. знаете. В общем, ребята, выбирайте между Шоей и Айрахом. Выбирая, я бы, наверное, все-таки предпочел бы Шои, потому что действительно это надежная штука. А по цене они как разнятся? По цене Шои подороже. Айрах в районе 50 тысяч рублей. Шои в районе от 50 базовые цвета, черные и белые. И разукрашенные в районе 60-65 тысяч, потому что у них идет ручная разрисовка графикой. У японцев это очень ценится. У и Шои они всегда, просят за это по-моему. денежку. Да. Ладно, окей, откладываем их в стороночку и поняли, что это топовые шлема, с которыми, собственно, доступны только олигархам и каналу Все в Эндуро. Слушай, а как правильно? Все-таки шлема или шлема? У татар шлема? А, ладно. Так, тогда. у нормальных людей, значит, шлемы. Вот сейчас у нас, пожалуйста, остальные самые яркие представители. Мы ездим с Павлом вот в таких шлемах. Похожим, потому что... В шлемах. Потому что- В шлемах. У нас карбон с У тобой. нас не карбон. забывай, А не это забывай. тоже карбон. Нет, это не карбон. Это не карбон? Это J18, это карбоновая модель тоже, У которая... нас J18, Павел. Это что? Не, Да, не, да. у нас Just 1. Just One. Just One. А, Мне он нравится больше всего. Значит, но до того момента, как я не померил вот этот шлем вообще у меня полностью перевернул сознание и понимание в шлемах. Внешне, на мой взгляд, он выглядит очень страшный, непонятный, какой-то велосипедный, я бы даже так назвал. Но когда ты попадаешь вовнутрь этого шлема, ты прям не хочешь его шлемать. С ним шлемать. Шлемать, Значит, шлем. вот, потому что нашлемал шлемов и все. Значит, вот эта часть полностью вот так вот, короче, обзор 360 градусов. То есть ты вот здесь вот это все видишь. В отличие от других шлемов, это первое, что мне показалось. А второе, он очень как-то приятно, что ли, внутри в нем себя чувствуешь. То есть он кайфовый. Значит, Фокса не пробовали, Айраха я тоже вот этот подешевле тоже не пробовал. Рассказывайте нам про шлема уже по-серьезному. Ну, касаемо Elite, это относительно новая фирма. Если брать именно шлемы, они их выпускают всего несколько лет, но достаточно технологичные, как со всей своей остальной экипой. Они проводят большое количество испытаний, тестов, дополняют, модернизируют. Шлем действительно получился удобный, но удобный он будет не всем, как и все остальные шлемы. Потому что у него своеобразная форма, это так называемый классический американский дизайн, то есть он более округлый, более широкий, нежели европейцы любят более зауженные или японцы более вытянутые. Из особенностей головы, естественно, шлем штука индивидуальная, садится не всем. Поэтому если сел удобно конкретно тебе, не значит, что сядет удобнее, допустим, того же Джаста какому-нибудь другому пользователю. Расскажи про Фокс. Fox это неубиваемая классика, они десятилетиями штампуют одни и те же модели, меняется только дизайн, окраска, минимальная вентиляция и дополняются какими-нибудь опциями типа MIPS, система от косых ударов, которая минимизирует сотрясение головного мозга. В принципе, все. Fox достаточно классически относится к понятию шлема и не вносит никаких новшеств, корректив. У них всегда была V1 модель, которая вот перед нами самая классическая из пластика, V2, которая чуть полегче, более развитая вентиляция, и V3, которая сделана полностью из карбона. Касаемо дизайна и технологий, у них не меняется от модели к модели практически ничего. Вот это вот что такое? Это вентиляция. Так выглядит вентиляция. Да, это сетка, сквозная сетка, что спереди, что по бокам, у них всегда очень сильно развита вентиляция. у Фокса самая вентиляция лучшая из этих 4 шлемов. На мой взгляд, только Elite может сравниться, потому что они пошли по такому же пути, сделали и сбоку задувы, и спереди огромный вентиляционный канал, и в носовой части, и по верхней части тоже хорошая вентиляция присутствует. Что касается стоимости, вот эти 4 шлема, назови стоимость всех. Самым дорогим будет, естественно, Elite, его стоимость переваливает за 37 тысяч рублей, далее идет по стоимости Just J18, из стекловолокна, один, кстати, из самых легких и недорогих шлемов на сегодняшний день на рынке, его стоимость там менее 18 тысяч рублей. Айрах Twist — это базовая модель Айрахов, она стоит в районе 14 тысяч рублей, как и Fox V1. То есть, их можно отнести примерно к одной категории. Сергей Витальевич, ну, ваше слово, так сказать, давайте, Но выбирайте. мне кажется, что все... Всё нет. Нет, это все 3 шлема, средний 4, да. 4, я... Ну, хорошо. Один вообще не Какой- замечаешь. Какой-то... Айрах вообще не заметил. Нет здесь, да. Нет, ну, в общем, это все шлемы средней ценовой категории, да. Так.
я бы ее назвал где-то от 15 до, наверное, там 35 тысяч, да, это вот средний, да. Надо смотреть, чтобы он вам хорошо, если садится, то, в принципе, купили вы за 20 тысяч или за 25, или даже за 30, может не быть реально разницы по защите, например, да, по основной функции шлема. Если вам подошел более дешевый, ничего страшного, все нормально, все равно это вот средняя ценовая группа, где надо смотреть, так сказать, Выбирать? максимально товар за те деньги, которые вас устраивают, да. То есть вот по мне, да, фирма Fox тут наиболее уважаемая среди староверов. Серьезно? Да. Вот, как бы... А мне казалось, что Fox наоборот такое себе. У Фокса дизайн очень многим не нравится. Вот этот козырек, ну есть люди. Как- Безусловно. Нет, безусловно, дизайн на вкус и цвет там, да, ну не знаю. Тут... Идите. Вы знаете, какой мне здесь больше всего не нравится шлем, да? Да. Поэтому мне больше всего нравится, так сказать, Fox, как наиболее такая старая в этой теме, оффроудный, как бы, да. Всё-таки твои староверские корни никуда берут не девают. Не, ну никуда своё. не деть. Да. Радио Ультра. Ну, а и до них еще было. Фирма Лид вообще молодцы. Да? То есть, кроме того, что они пришли с защитами шеи, о которых мы, видимо, тоже поговорим, да, коротко сегодня. Да. Они молодцы в том плане, что они так инновационно, по-новому, крутые инженеры делают Смотрите, раз, панцири, два, три. шеи. Да. Вот она. И вот она уже Появилась. Это ребята-индуристы все-таки больше. надо в бок его так не налезет. Или нет, На тракте, Сереж, да. скажи, Так. как ты думаешь? Они думают больше о эндуристах или о мотокроссах? Я думаю, что сейчас они думают больше О деньгах. о деньгах, а денег все больше становится со стороны эндуристов, поэтому Да. во всем мире эндуристы прут, и сейчас, ну, тот же Клим, там, да, они появились именно в эндуро тему, да, там, Да. там тот же Скотт сейчас тоже там спонсирует чемпионат мира по эндуро и в эту тему больше, чем в кросс, как бы, да, двигается. В общем, подведем небольшой итог. Эти все шлема равносильные, просто на вкус и цвет. Выбирайте, что понравится больше и что сядет на вашу голову. Да, я бы только хотел добавить, что шлем и очки – это одна система, Вот теперь очкам. которую, Вот теперь надо, очкам. которую надо выбирать Вот смотрите. совместно. Вот смотрите, вот очки. Стоимостью дорого. Это Окли. Да. Значит, есть очки вот такие Лид. Вот, сразу затуманенные. И есть очки, собственно, 100%, а потом 100%. И вот еще очки Скотт. И сейчас в руках держим самые, наверное, передовые топовые очечки. Да. Какие из них покупать и почему вот эти вот очки стоят 24 тысячи? Почему эти очки стоят дороже, чем эти вот шлем каждый в отдельности? Ну, потому что за что мы любим мотоспорт? За возможности. Так это за понты. Вот, поэтому очки Окли очень дорогие. И ну, должна же быть какой-то... Ты хочешь сказать, что там функционала столько же, сколько в этих очках? А просто... Ну, близко. Да, я бы сказал, что близко. Да. Ну, давай, То надо выбирать так. Вы выбрали шлем, он у вас хорошо сидит, все отлично, все нравится. Важно выбирать очки, чтобы они дружили с этим шлемом. Это значит, что шлем не должен давить сверху на очки не должны давить вам всем весом шлема на нос, например, да. Или очки не должны висеть на шлеме снаружи и в ваше дыхание попадать в стекло. То есть надо подбирать все фирмы, там, Скотт, Окли, 100%, Лид, делают обычно несколько рам очков. И там нет дорогой, дешевый, да, они просто разные. Специально, чтобы они подошли под вашу форму лица и под ваш шлем. И самое важное вообще, вот если про очки мы говорим, да? Это обзор. Нет, на самом деле. Первое, это чтобы они прилегали по всему периметру вот этой вот истории, прилегали к лицу, чтобы ваше дыхание не попадало внутрь. Потому что если они будут потеть, то обзора у вас не будет, да? А вот насчет если потеть. Двойную линзу покупаешь, все эндуро очки с двойной линзой, мотокросс с одной линзой. Правильно я понимаю? А двойная линза не потеет. Можно дышать в очки. Не совсем так, Так, потому а как? что двойная линза это скорее на холодную погоду, на дождь, на зиму, на вот такие вещи. Плюс с двойным стеклом ездят, когда есть шанс пробить, например, камнем очки насквозь. Такое бывает? Это дакаровская история. То есть, когда скорости за 100, да,
Бывает, выдувает само стекло из очков, поэтому оно там... Проклеено. Они не проклеены, нет, оно должно быстро меняться, поэтому оно точно не на клее, но оно запирается специальными защелками. Это для того, чтобы при попадании там какого-то камня, еще что-то такое, да, не вылетела сама защита, да. Вот, поэтому, если у вас, в общем, очки со шлемом дружат, прилегают хорошо, то у вас и с одинарным стеклом потеть они не будут, да. Если вы стоите на месте, обливаетесь потом, да, то есть с этим проблема. Еще надо помнить, что нельзя, ребята, брать и очки натягивать спереди на морду шлема. Они растягиваются. Если вы хотите их довести до ближайшей помойки, то так надо сделать, да, вот это для этого. Но когда вы ее на загрязный шлем, на то место, куда вы дышите, вы повесили очки, все, на этом очки закончились. Продаются все стекла, большинство приличных очков с жировым слоем, который против запотевания. Да. Как только вы его мочите, портите, перемываете, функция эта пропадает. Поэтому я бы вот показал, как делают всякие там Джарвисы, да, там условно, да. Они, если вам надо ехать, оттягивают очки вот так. Потамошник тоже так делает с Бернацким. Да, потому что если вы делаете вот так, то еще у вас шлем, например, чистый, да, то вообще у вас ничего не попадает внутрь очков, они, так сказать, нормально себя чувствуют. Мало того, видели, как разные блазузики и Джарвисы наматывают вот сюда еще салфетку и выезжают на старт, вот так, держа очки, там с салфеткой, например, да, потом вышли на старт, одели их, поехали. Если у вас трудный какой-то момент в трассе, где надо вентиляцию дышать там и плакать, например, да, от счастья, то лучше сделать вот так, да. Но ни в коем случае, вот, ну вы поняли, да, вот не вот так вот. Ну да, понятно. Давайте. Это важная такая Сергей история. Витальевич, чем отличается Окли за большие деньги от Скотта? За 7,5 тысяч рублей. Ну, смотрите, значит, берем топовые очки Скотт, берем в другую руку топовые Окли. Окли стоит 24, напоминаем. Я считаю, что это маркетинг, что они похожи по своим функциональным качествам. Но здесь, кажется, обзор больше. Это ты можешь проверить только, не знаю, там, надев. у я окулиста скорее. Я знаешь, надевал, прочитав ощущение. там, Да, вот нет, это нет, Слушай, ты ну там одеваешь, же смотришь видно, и видишь, Смотри, что... если мы говорим про обзор, да, Да. на самом деле это зависит от выреза в шлеме, это зависит от шлема, от формы твоего лица, от того, как у тебя стоят глаза и так далее. То есть это все важно, да. Вот, например, очки Скотт, да, имеют очень широкую линзу, да, она вот... Сопоставимо. Но, кстати, сопоставимо, но если вы возьмете сейчас какие-то вот другие 100% очки, да, давайте. они будут Потоньше, да. поуже вот в этом месте, так заметно. Это как раз обзор, да. Второй момент. Если у вас по лицу, желательно, чтобы очки были мягкие, чтобы у них были кронштейны, чтобы они максимально к лицу прилегали, если у вас узкое лицо, широкое, чтобы очки адаптировались под лицо. Здесь жесткая рама, да. По-моему, 100% прям совсем жесткая рама. Ну здрасте, Да? приехали. Нет, это самый дешевый, а ты топовый возьми. Я вот в таких езжу, ничего не обломаю. Нет, у лид жесткая рама как раз. Вот лид попробуй покрути. Ну, лид понятно. Ну, обрати внимание. В общем, это есть разница. Да? Ну да. Не Вот. сломай, не сломай. Важно, чтобы было удобно, важно, чтобы прилегал к лицу, важно, чтобы дружило со шлемом, чтобы шлем сидел отдельно, очки сидели как бы отдельно на лице. Алексей. Сереж, а насколько важны вот эти вот регулировки сзади на резине? Есть без регулировок, просто резинка. Как такого нет? Нет, Есть. есть. У Скотта, кстати. Нет, у них сбоку одна такая пряжка, она все равно всегда регулируется по длине. Хочу заметить, что это просто более удобная штука. Если вам надо натянуть, вы берете двумя руками, тянете, она становится короче. понятно. Да, это просто комплектация получше. Да? Если одна, то надо будет тянуть, там, переставлять. На самом деле, если вы ездите, желательно максимально очки не снимать до конца, да, потому что глаза надо защищать и от веток, от колючек, от всего. От пыли, да, и так далее. И желательно достаточно сильно затягивать резинку. Потому что, если вы заметите, мировые гонщики, выходя на старт, чуть ли не двумя руками тянут эту резинку и вставляют.
потому что таким образом у вас более собрано, лучше сидит шлем, лучше сидят очки, меньше они запотевают и так далее. Вот, Это лайфхак. все из маленьких таких вот, ну, особенностей состоит. Алексей, скажите вы потому что с Сергеем Витальевичем можно разговаривать долго и много. Коротко, чем отличается? Вы же человек беспрецедентный. Вы же не являетесь официальным дилером компании Scott. Ой, дилером. Как? Вам же нравится Айрах? Да, да. Да, Ну рассказывайте. Вот, Не скажу, пожалуйста, что прям держите. фанат, но нравится. Вот расскажите нам, пожалуйста. Ну, Сергей на самом деле сказал ключевые моменты правильно, то что очки должны в первую очередь подходить под ваш шлем. Если вы настроились купить какие-то там определенные, исходя из фирмы, там, цвета каких-то других убеждений, не факт, что они подойдут под тот шлем, который подошел под вашу голову. Суть ценообразования у очков достаточно простая. Самые простенькие модели, как вот на примере 100%, стоят дешевле всех, потому что они конструктивно проще всех. Мягкая клипенькая рама, обычное стеклышко, минимум вентиляции, минимум поролона, ну, там, и регулировка резинки. Соответственно, очки с аут-триггерами будут стоить уже дороже. Сама рама более целостная, вентиляция более развитая, больше поролона и правильного именно поролона, который впитывает в себя пот, который обильно идет во время гонки, плотнее прижимается, больше комфорта, создает меньше раздражения. Касаемо очков фирмы Oakley, не совсем маркетинг, отчасти да, но у них также есть модели, которые стоят 2300, 2500, 4000 рублей с обычными стеклами. Ключевая особенность здесь именно в линзе. Как и у многих других производителей, не вся, 90% ценообразования здесь упирается в линзу. Они не какие-то мегатехнологичные, в них нет каких-то там сверхсекретов или там магнитной линзы. Именно качество исполнения этой линзы ее предпочитают профессионалы, так как она лучше всех передает рельеф. То есть, опять же, это, возможно, важно будет только если вы занимаетесь на профессиональном уровне, и для вас это имеет значение. В обычной жизни, я думаю, то, что если новичку дать обычные очки и с этой линзой, глобальная разница, если честно, он не заметит. Он и так не заметит разницы рельефа, там, перепада колеи, то, что заметит уже опытный глаз. Да. Поэтому эти очки также, отчасти соответствуют Хочется уровню. расцеловать человека по имени Алексей, потому что вот Да, мне кажется, все четко. Вот всё четко. чётко, да. Вот что значит это новое А у поколение. меня вопрос. Алексей, Да. вот эта вот резинка, которая прилегает, ты сказал, что она впитывает пот Не резинка, Павел. во время гонки. Поролон. Поролон, фетр. Фетр, называйте, так сказать, отдельно. Во время гонки. Ну, я вижу, как прям новичок сейчас сидит там вот Дайте по ту сторону пощупаю экрана фетр. и говорит, мне не надо, я не гоняю гонки, и вообще я не потею, мне не надо, чтобы Какие они впитывало. ласковые. Можно мне по какой-нибудь попроще или что? Можно попроще, но тут вылезут другие моменты. Если не будет плотного прилегания, то его не будет везде. Не только по верхней части, Павел, где он якобы не потрогайте потеет, фетр. но, скорее всего, и в нижней части, где переносится. И, соответственно, дыхание, а обильное дыхание будет 100% даже при легкой покатушке. И когда человек начнет задыхаться и дышать в шлем в формате все это пойдет вверх в очки. Из-за этого неприлегания очки начнут запотевать. И двойное стекло в этом смысле тоже не панацея, как антифог там дополнительно обрабатывать. Двойное стекло тоже работает по принципу, пока ты едешь или есть ветер встречный, оно проветривается. Пока ты стоишь на месте где-то в укромном местечке и нет ветра, там нечему вентилироваться, неоткуда взяться потоком воздуха между этими двумя стеклами, оно все равно будет также запотевать. Поэтому, как опять Сергей правильно сказал, это больше история для времени года, когда повышенная влажность. Ну, у меня двойное стекло не запотевает. Только вот зимой было на сноубайке один раз. Смотри, в чем плюсы, минусы. Двойное стекло действительно меньше запотевает, но чудес нет. Чем больше преграда между тобой и природой, да, тем хуже. Соответственно, если ты поцарапаешь одинарное стекло, оно не будет бликовать. Ты будешь видеть только эту царапину, ну или что-то такое. Если у тебя будут два стекла, то они будут отражаться и будет большего размера блик. Поэтому, ехать в хорошую погоду, когда у тебя и так не запотевает одинарное стекло, да, ехать в двойном, это излишне просто. Просто нет смысла. Вот. Про очки и вот с этой компанией, да и вообще про экипировку можно разговаривать, мне кажется, вечно. Ребята, спасибо большое, что смотрите. Сейчас мы переходим к последней заключительной части нашего разговора. Это гаерны, мотоботы. Вы уж нас простите, что мы так сильно затягиваем нашими разговорами, но вот знаете, отсюда не вырежешь сути, потому что невозможно собрать вот такое количество специалистов, экспертов, и этот выпуск нужно обязательно смотреть, а еще его нужно пересылать своим друзьям
и обязательно, конечно же, уже, так сказать, профессиональным взглядом можете подбирать свою экипировку, а экипировку можете подбирать в магазине Moto85 и конечно же, XXR Moto у ребят Велиминова. Поэтому продолжаем смотреть. Сейчас мотоботы. Наконец-то. Наконец-то. В этом видео, спортсмены, вы узнаете, как правильно выбрать шлем для эндуро, на какие параметры необходимо обращать внимание, какой шлем лучше, я вам скажу прямо сейчас, потому что знаю, что у некоторых наших любимых зрителей нету столько времени, чтобы смотреть наши красивые диалоги с гостями. Поэтому шлем Shoei Arai – это топовые шлемы, все остальное является альтернативой. Почему? Смотри дальше.